Фильм «Кортик» был снят в 1954 году на киностудии «Ленфильм» режиссерами Владимиром Яковлевичем Венгеровым и Михаилом Абрамовичем Швейцером. Сюжет киноленты составлен по мотивам одноименной повести, авторство которой принадлежит писателю Анатолию Наумовичу Рыбакову. Стоит отметить, что книга «Кортик» является первой частью трилогии в составе произведений «Бронзовая птица» и «Выстрел», экранизация которых вышла в 1973 и 1974 годах. А фильм «Кортик» был снят повторно, уже как часть кинотрилогии, в том же промежутке времени, что и два вышеупомянутых. Сюжет фильма повествует об опасных приключениях мальчика Миши и его друга Гены в процессе раскрытия тайны загадочного Кортика. События Кортика датируются 1921 годом, а Чернигов является киношным городом под названием Ревск. Вот бы мне с вами и с Полевым на бандитов махнуть. Я бы, повоевали бы. Сцена в самом начале фильма, показывающая бандитский вооруженный отряд, мчащий по тихой безлюдной улице, снималась в историческом районе города, именуемого в разные периоды Подолом, позднее слободой Стрелецкой, а после Солдатской и Московской. А последнее название, что закрепилось за ним, согласно карте от начала 20-го столетия, это Кавказ, походящее от проживавших здесь пленных горцев, захваченных в период ведения военных действий между Российской империей и народами Северного Кавказа в первой половине 19 столетия. Ныне этот район Чернигова застроен частным сектором, а современная улица Новая, выгонная в прошлом, по которой и едут киношные бандиты, практически не изменилась за 70 с лишним лет, кроме того, что обильно заросла деревьями. К слову, некоторые старожилы Чернигова до сих пор используют это именование части города, хотя уже с приходом молодого поколения оно начинает понемногу забываться. Ребята, находящиеся в это время рядом с голубятней, вряд ли могли видеть происходящее на улице Новой, ибо в этой сцене выполнена склейка, и здесь мальчишки присутствуют чуть поодаль первого эпизода, а именно в районе другой исторической части Чернигова – Болдиных гор. Справа в кадре виднеется крутой склон, еще без мемориала славы советским воинам, партизанам и подпольщикам на вершине, который будет организован в 1986 году. Далее ход движения всадников отследить довольно сложно. Согласно воспоминаниям очевидцев съемок «Кортика», киношники находились в районе Лесковицы. Название территории походит от обильной лесистой местности с преобладающими зарослями лещины в прошлом. За много лет внешний вид домов сильно изменился, и невозможно определить даже схожие черты зданий с теми, которые были запечатлены в киноленте. Изгибы улиц, их рельеф все же указывают на то, что сюжет снимался действительно в этой части Чернигова. Отличительной чертой этой сцены «Кортика» является то, что съемка производится на перекрестке с определенным видом на торец дома. Я сравнила все похожие развилки в этой местности, и это на пересечении современных улиц Василия Симоненко и Леси Украинки оказалось единственной схожей с изображенной в фильме. Чуть далее, за перекрестком, находится дом, тоже являющийся похожим на киношный. Но меня смущает более пологий склон, на котором он расположен, нежели тот, что показан на кадрах.
Похожие дома были обнаружены в разных частях района, но по той или иной причине они не подходили под киношные кадры. Исходя из этого можно сделать вывод, что либо я ошиблась с определением дома, либо улица значительно видоизменилась в результате последующей застройки. Предположительно также мне удалось найти дом, в котором проживал Миша с бабушкой. Он и являлся целью бандитов, направляющихся за поимкой комиссара с Кортиком, квартировавшегося здесь. Кирпичная часть слева могла быть пристроена гораздо позднее производимых съемок фильма, а выход на крышу демонтирован за ненадобностью. Однако это всего лишь мои догадки. Что думаете по этому поводу вы, уважаемые зрители? Напишите ваши мысли в комментариях под этим видео. Кстати, на этих кадрах отличается внешний вид окон здания по сравнению с теми, съемка которых захватывает вид дома относительно склона. Это либо два разных строения, либо в одной части здания есть отличие от другой. Еще, что я успела обнаружить, это сохранившиеся резбленные элементы декора дома с тыльной стороны, что может указывать на действительно проводимые здесь съемки Кортика. Также в кадре мы можем увидеть промежуточную железнодорожную станцию Нисковка, расположенную в селе Воловики Корюковского района Черниговской области. Название она обрела благодаря одноименному селу, находящемуся недалеко от Воловик. Дата основания – 1847 год. Далее герои фильма окажутся на вокзале города Бахмач, о чем гласит надпись в кадре. В этом городе находится красивое большое здание железнодорожной станции, построенное в 1953 году взамен разрушенному во время Второй мировой войны. Фактически, постройка здания Бахмачского вокзала была завершена за год до начала съемок фильма «Кортик». «Кортик» является одним из характерных советских юношеских фильмов 50-х годов, и более поздняя экранизация, что было снято в 1973 году, разительно отличается сценарием и, собственно, постановкой. Основная часть съемок проводилась в Петрограде, современном Санкт-Петербурге, вразрез с событиями книги, из которой действия происходят на улицах Москвы. Захватывающий приключенческий сюжет, отлично подобранный актерский состав сделали «Кортик» одним из популярнейших кинофильмов своего времени. Полагаю, что ныне он уже не представляет былого интереса для соответствующей возрастной категории, однако кинолента хранит в себе ценные кадры из прошлого населенных пунктов, на улицах которых производилась съемка, благодаря которым имеется возможность приоткрыть завесу минувших времен.